Всем привет! Сегодня я открываю новую рубрику на канале под названием «Развитие до трансцендента в Ball Tower Defense». И да, я знаю, что меня очень долго не было, простите. А также данное видео длилось 2 часа, и я попытался сделать его максимально коротким и оповестить вас о ключевых событиях. Ну, если ролик для вас вышел длинным, то простите, знайте то, что он был 2 часа, и я его вот так вот сократил, так что погнали. Как только я зашел в игру, мне предложили пройти обучение, и я принял это предложение, за что мне дали бесплатный нелегальный ящик, из которого я выбил Бэйби Балла, который наносит на максимуме 35 урона каждые 0,1 секунду. Для начала это очень неплохой юнит, я думаю. И зайдя в легкий режим, я очень быстро его побеждаю. Решаю купить один баннер ящик на все свои деньги. И мне выпадает из него эпик. Мой первый эпик выпадает с первого крейта, который я купил. Я не знаю, это редко или нет, но для начала этот юнит тоже неплохой, потому что он нужен для заработка. И я с таким составом пошел на средний. Выбрав среднюю сложность, я поставил 2 боебаллов и 1 эпика. И когда пошла первая волна, я чуть не проиграл. Потому что я не вкачал бэйби-баллов, и они просто не могли справиться с таким наплывом врагов. Я поставил еще 2 на деньги, что у меня были. И ситуация не улучшилась. И только когда волна скипнулась, я наконец-то смог поставить Бэйби Балл и вкачать его на максимальный левел почти. И потом я поставил еще одного эпика, чтобы он фармил мне еще больше денег. Ну, а после обычных мечей. Так что давайте перейдем к моему проигрышу. И да, эта игра была проигрышная. Я не смог победить последнюю волну, и у врага оставалось всего 17 тысяч хп, но, к сожалению, да, я проиграл. Когда я зашел в лобби, я заметил яйцо. И, кстати, про яйца. Это такой ивент в Ball Tower Defense, за которые дают крейты. Я это понял, конечно, не сразу. И собрал еще 2 яйца в самой игре. Но я вырезал этот момент, поэтому простите. Вы не увидите, где я их собрал. И купив еще на все деньги нелегальных ящиков, я получил несколько одинаковых юнитов. И я решаю их продать. И когда я их продал и вышел из помещения, я случайно заметил индекс яиц рядом с ивентовым зайцем. И когда я забрал все награды, я офигел от их количества. У меня было столько много ящиков, поэтому я решил открыть сначала лесные, и оттуда вам падает мой второй эпик. Дальше я открываю каменные, и оттуда вам не падает шайни шахтер. Это очень редкая фигня. Она падает реже, чем обычный, поэтому мне очень повезло. Потому что, как я потом узнал, есть специальная карта, где можно идти только с шайни юнитами. И целых 2 легендарки. Но они были одинаковые. И потом я открываю супер нелегальные ящики. И оттуда мне выпадает много рарок и эпиков. Кто знает, как их покупать, скажите, я не знаю. И после этого я открываю обычные нелегальные ящики, вкусно забрав награду за квесты, открыв квестовые ящики. И мне даже не падает оттуда леги. Я решаю попродавать ненужных юнитов, чтобы получить деньги. И взяв новый сет, я пошел на трейдинг плазу, которую я случайно нашел, спрыгнув с обрыва маленького. Я посмотрел, что там продают, и понял, что до этого мне еще далеко. Пойдя назад в лобби, я запускаю игру и, выбрав среднюю сложность, пошел играть. Думаю, вам не интересно будет смотреть, как я прохожу, поэтому сразу к концу.
И вот тут я уже побеждаю последних врагов, которые даже до половины карты не дошли из-за моих легендар. И как было сказано ранее, я прошел легкий, средний режим, выполнил квесты, пошел к кролику, который дал мне крейт, из которых мне выпала третья легендарка, если считать повторяющиеся легендарки. И взяв еще квест, нахожу еще одно яйцо и получаю 4 разных типа крейтов. И открыв их все, мне не выпадает даже деньги. И в итоге я решаю потратить все деньги на нелегальные крейты. И заходя на трейдинг плазу, решаю их открыть, находя еще один магазин с еще одним типом крейтов, из которых может выпасть мифическое золотая обезьяна какая-то. А после нахожу еще одно яйцо и только под конец замечаю, как мне выпадает мой первый мифик. И так как это мой первый мифик, я считаю его очень крутым. И купив 3 обезьяньих крейта на деньги, что остались у меня с продажи, мне выпала одна легендарка, которая оказалась хуже легендарок, которых я выпил с квестовых. Поэтому я пошел тестить мифика в сложный режим. Да, мифика я выбил очень быстро. Я не знаю, мне, видимо, очень повезло. Не прошло еще даже час игры, как у меня был мифик. И что ж, давайте рассмотрим его способности. Он может копировать юнитов с определенным количеством хп от их максимального. Ну, это все, что он может. И с каждым левелом он может копировать все больше процентов хп. Что ж, давайте перейдем к выигрышу, где мне дали первые халявные крейты за победу. На данном футаже вы видите, как легко справляется мифик с сложным режимом. И выйдя в лобби, я пошел получать награду за выполненный квест. И взяв еще 2 квеста, я пошел и открыл ивентовый крейт. И да, я знаю то, что они называются Фаберж крейтами, но мне их проще называть ивентовыми, так что да. И выбив оттуда Шайни Рарку и другую легендарку, я пошел на Эксперт. Вместе с Раркой. Думаю, то, что она намного круче, чем Шахтер Шайни. И что ж, эту игру я вам покажу полностью, так как мне лень вырезать. И если кому-то интересна вся игра без ускоренной скорости, тогда переключите скорость на ютубе с 1х на 0.25 и посмотрите всю катку.
И после катки я нашел еще одно яйцо. И собрав все награды за яйца, что дало мне крейты, которые я сразу же открыл, и мне оттуда не выпало даже лего. Ну, как итог, я пошел на другую карту искать яйца. И проиграв один раз из-за того, что я неправильно расставил приоритеты, и попробовал еще один раз, я наконец-то выстроил начальную оборону и пошел искать яйца. Вот на этом футаже я нашел первое яйцо, а вот я нахожу второе яйцо. И перейдем к победе. После победы я получил третье яйцо. Я не знал, что мне его дадут вообще, поэтому я не понял, за что мне его дали. И пошел их забирать награду. И начал открывать крейты. Зайдя на трейдинг плазу, я понял, что мне не по карману даже легендарка. И я выставил всех своих юнитов на продажу, на надежде, что кто-то их купит. Ну что ж, это был занимательный ролик. В следующий раз я попытаюсь выбить больше одного мифика, так что ждите моих новых роликов. Ну а мы заканчиваем. Всем удачки и покеда!